Google обрадовалась при помощи введения нового AI Overview. Представьте себе, что вы ищете в Google информацию и вбиваете запрос, и просто прямо в Google получаете расширенный ответ на тот вопрос, который вас больше всего волнует. И этот вопрос может быть действительно очень сложным, очень нестандартным, и вы все равно получаете ответ. Да, это свершилось. Google ввел новую функцию AI Overview. И теперь весь поиск поделился на поиск до и поиск после. Меня зовут Николай Шмачков, это канал SEO Quick. И сегодня мы ответим на те вопросы, которые нас ждут в этом и следующих годах, что Google сделал для SEO и для ваших сайтов. Поехали! Итак, Google AI Overview – это новая функция, которая появилась 14 мая в прошлом году. Она была анонсирована на конференции Google I.O., и это было как искусственный интеллект, который будет генерировать ответ прямо в поисковой выдаче. Функция пилилась почти год, и спустя год действительно выкатилась из экспериментальных как полноценная функция в Google поиске. Весь Google поиск, начиная где-то неделю назад, преобразился. Мы собрали все мнения по поводу того, как работает поисковая выдача сегодня. Как вы видите, поисковая выдача выдает расширенную информацию по этой теме, которую мы сейчас обсуждаем. Но никуда не пропали пока что еще расширенные вопросы, не пропал блок знаний, но многие вещи теперь ушли непосредственно в сам обзор от ИИ или AI Overview. Google уже похвастался тем, что этой функцией пользуется 1,5 миллиарда человек ежемесячно. Конечно же, как бы пошутила Лили Рэй, миллиарды людей пользуются AI Overview каждый день. Конечно, потому что эту функцию просто нельзя выключить. Она включается в поисковой системе автоматически. И теперь, возможно, ваш клиент, если и видел вас на первом месте по какому-то поисковому запросу, теперь попросту вас не найдет. Почему? Да вполне объективно. Посмотрите просто, сколько места отъедает Google AI Overview. Если кратко, то AI Overview отключить, возможно, и нельзя. Потому что я когда спросил его действительно, как его отключить, его можно всего лишь там временно через веб-фильтр отключить. Вот он предлагает инструкцию, может воспользоваться Bye-bye AI Chrome Extension, но вдумайтесь, это все костыли, то есть он по умолчанию включен. И как я решил проверить, как он влияет на клики, да, колоссально влияет на клики. И я обнаружил по ряду клиентов, которые занимали первые места по некоторым запросам, они попросту потеряли клики при должном числе показов. Давайте разберем, как действительно AI Overview влияет на клики. И обратимся, конечно же, к авторитетному ресурсу Ahrefs и посмотрим его исследования, которые они обновили к сегодняшним числам фактически. Это свежая информация на момент записи видео. И я, конечно же, наткнулся на соответствующую информацию, что AI Overview снижает клики на 34,5%. То есть мы можем увидеть, AI Overview начали набирать обороты с мартовского апдейта. И мы видим, что она показывается на каком количестве процентов ключевых слов. То есть 9,46% ключевых слов и 16% в США на десктопе. То есть он начинает набирать обороты. Мы заметили, что некоторые запросы пока еще не триггерят появление AI Overview, но многие уже начинают его действительно показывать. И интересный такой момент, да, то есть топ-50 доменов имели 30% всех упоминаний, основанных на почти 55 миллионах AI Overview. То есть есть некий пул доменов, которые, постоянно, цитируются в разных нишах, то есть есть определенная логика отдачи предпочтения каким-то определенным доменам. То есть это доменный фактор, почему какие-то результаты попадают в AI Overview, а какие-то домены нет. Вот. Поэтому мы можем обратить внимание, что сейчас влияние четко может подтвердить, что снижает клики. Информационные запросы однозначно теряют трафик. То есть если у вас были статейки, посвященные каким-то информационным запросам, высочайшая вероятность, что трафик вы по этим статейкам уже потеряли, если по ним уже начал показываться AI Overview. Сайты, конечно же, с высоким EEAT
цитируется в AI Overview, но кликов не дают. Потому что зачем переходить, если и так можно нужную выжимку почитать? И, конечно же, обратил внимание, что новостные сайты могут как получать трафик, так и терять трафик. У меня есть пример новостного сайта, который в AI цитируется, но трафик у него в целом не изменился. Он также зависит от трендовых позиций, но на сегодняшний момент на этом все. Выходит, что все, мы потеряли кучу трафика. На самом деле, я бы на вашем месте бы так сильно не переживал. Я заметил следующий момент. Во-первых, AI Overview показывается не практически всегда. Многие запросы не генерируют появление AI Overview. Я обратился к исследованию того же Ahrefs и вообще изучил огромное количество статей самых разных экспертов. И действительно, что самое интересное, я обратил внимание, вот просто посмотрите на цифры. Да, почти 55% Google запросов показывают AI Overview. Но самое интересное, что в основном он показывается на некоммерческой выдаче. То есть это фактически любая информационка. То есть если до этого мы беспокоимся за наш коммерческий сайт, коммерческий инструмент, то здесь волноваться не о чем. Если человек ищет конкретный тул, конкретный инструмент, вот я, например, сегодня искал конвертер этих MOV файлов в MP4 файлы, никакого overview я не увидел. Я искал сегодня инструмент, который позволит мне перевести на армянский тайтл, потому что в армянский пишется как латиница, так и своим алфавитом. И я аналогично сегодня же столкнулся с тем, что не увидел никаких overview в принципе. И большинство запросов я чаще всего, когда все связано с покупками, я AI Overview тоже не вижу. Поэтому коммерческая выдача, какая-то специализированная выдача, выдача, направленная на поиск конкретных инструментов, не генерирует AI Overview. Здесь волноваться не о чем. Вот. Еще можно обратить внимание, что он не показывается на локальных запросах, на брендовых запросах, или на очень коротких поисковых запросах. Его тоже нет. К примеру, мы попытаемся найти в моем районе пиццерию. Давайте поищем пиццерия Одесса. Мы не видим никакого overview, мы видим Google карты, мы видим обычную выдачу. Если пиццерия Доминос возьмем, давайте вот просто вот мы увидим рекламу. Все как обычно, никакого AI Overview, классическая выдача в чистом виде. Например, заказ еды Одесса, возьмем такой запрос, тоже увидим классическую рекламу, классическую выдачу, Google карты, давайте заказ еды Таирова. Посмотрим, что увидим. Вот обычная реклама, ничего нового, ничего не изменилось, ничего не испортилось. То есть прекрасно. То есть, если вы волновались за ваш коммерческий сайт и что AI Overview его убьет, ничего для вас не поменяется. Более того, я решил проверить всевозможные запросы, которые как-то связаны вообще с информационкой. И, например, рецепт блинов на молоке, например, такой запрос у меня не сгенерировал вообще никакого AI. Например, автоклав, что можно готовить, аналогично ничего не вывел, кроме моего клиента, который занимает первое место, потому что мы проработали всю семантику с него для этих тем. То есть мы фактически многие вещи старались обыграть, то есть все запросы, которые можно было сделать из вопросов по теме. То есть не генерирует. Но, например, ключевое слово, например, это генерирует AI-ответ автоматически. И вот можно посмотреть, да, то есть какие сайты выводятся в выдаче. Вы можете посмотреть в Википедии, тут какой-то русский завод. Вот наш сайт клиента, вот какие-то другие сайты, вот еще раз, 3 раза сайт моего клиента встречается. То есть вы видите, что в AI-ответе присутствует мой сайт чаще всего. То есть мы этого добились действительно, тяжело, но добились, и оказалось, что мы еще и попали в эту систему. Поэтому, чтобы попадать в свои ответы, я тоже дам в середине этого видео чек-лист, он несложный, ничего нового он не требует. Но обратите внимание, что теперь AI-ответы, у них есть одна особенность, у них есть сниппет. То есть он выглядит красиво, вот с картиночкой, вот какой-то есть, вы можете увидеть, да? Вытягивается картиночка с вашего сайта, есть логотип и аватар.
вытягивается бренд, вытягивается информация про проект. То есть вы можете посмотреть, как работает этот сайт, можно посмотреть информацию об источнике. Вот я вам сейчас вот уже подвожу к тому, что нужно делать для того, чтобы туда попасть. Во-первых, ваш источник должен часто цитироваться, то есть про него должно быть много информации в интернете, то есть который цитируется на сайтах трастовых, на отзывиках, присутствует на трастовых маркетплейсах, он присутствует на справочниках, он есть даже в Википедии, про него есть хорошие обзоры про бренд, упоминается этот бренд, то есть всевозможные названия этого бренда, то есть это первый пункт для того, чтобы туда попасть. То есть на вас должны быть хорошие ссылки, не мусорные, а именно хорошие, качественные ссылки. Второй момент, у вас действительно должен быть качественный контент. Это не значит, что там нужно какой-то мега-дизайн делать. Нет, нужно просто писать по делу, сухо и раскладывать информацию до мелочей, правильно ее цитировать, правильно писать. Обратите внимание, это обычная текстовая статья. В ней вообще ничего нет, кроме обычного текста. Этого достаточно, потому что здесь четко написана информация, как оно работает, без какого-то либо копирайтинга, без эффекта вот этой зловещей долины, про это чуть позже в видео я расскажу. То есть отлично написанная статья просто по этой теме. И этого достаточно, чтобы Google скушал это. Да, Google, чтобы скушал, у этих статей есть одна маленькая особенность. Вот мы сейчас посмотрели, как работает автоклав. Давайте возьмем еще одну мою статью. Как работает домашний автоклав. Это мы же на нее и смотрели, по-моему. Да, это мы на нее и смотрели. Вот, обратите внимание, да, вот здесь еще есть перелинковочка. В чем принцип работы? Заголовок, короткий абзац. Заголовок, короткий абзац, если можно списки. Заголовок, короткий абзац. Где-то цитата, совет, короткий абзац. Ничего сложного. Просто грамотно разбитая по структуре контентная часть. Можно посмотреть структуру контента через наш тул по заголовкам. Можно посмотреть, вот как устроены заголовки. То есть небольшое количество заголовков H2 и главный заголовок H1. Все, вот этого достаточно, чтобы все это сделать. Правильно прописанный тайтл. Просто четкий тайтл, четкий description. И классно написать это, чтобы этот сниппет выглядел красиво. Ничего сложного. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы контент был на AI Detection, проходил как человеком сгенерированный контент. Как вы видите, контент полностью написан человеком. Никакого ИИ. Контент пишется исключительно специалистом. Вообще здесь ИИ нигде рядом не гулял и не валялся при написании этой статьи. Конечно же, у вас должны быть хорошие показатели скорости сайта на мобайл, на десктопе. То есть я не говорю про то, что там должны быть какие-то мега крутые показатели, но они должны быть в топе. То есть вы не должны сильно заваливаться по SEO-шным метрикам, по другим каким-то метрикам. Но вот перформанс нужно вытягивать хотя бы в этой зоне, можно лучше. Но SEO-шные практики должны быть сделаны все. И здесь вот без вариантов. Ну и понятно, что домен у вас должен быть достаточно трастовым, старым, то есть домены, которые сделаны совсем недавно, они могут в принципе не попасть. Не стоит забывать, что AI Overview собирал базу данных сайтов, начиная до конца 2014 года. Он потом как отрезал все, что после 24 года, 24 после 24 года по 25 год туда не попало. То есть вот там он до определенного момента собирал, отрезал. Все, что дальше выходило, он не учитывает, он учитывает более старый контент. И, по-моему, начиная с марта месяца уже начинает туда добавлять новый контент. Вот в этот период почти год для него, для обновления контента выпал. Поэтому, если есть возможность, перепишите свои старые статьи, которые писали в прошлом году, чтобы попадать в этот расширенный сниппет. То есть, тайтлы, дескрипшены, правильные H1, H2 и, конечно же, что вам нужно побольше ссылочек на свой домен. Не на конкретные страницы, а на свой домен. И домен ваш должен быть как-то подтвержден на трастовых ресурсах. Никаких ссылок с PBN, ссылок с биржи коллаборатор, где просто накупили для траста. Нет, нужно именно присутствие в качественных ссылках. В каких просто смотрите на любой источник и смотрите его, где он представлен. Можно прямо оттуда вот тырить домены. И если они там числятся, это трастовые домены. То есть, напоминаю, вот мы вернемся обратно сюда. Вот мы смотрим какой-то источник. Вот какой-то, давай, Дон Самогон. Вот посмотрим, нажимаем вот сюда. И смотрим, вот где он представлен, этот Дон Самогон, на каких ссылочках он есть. Ну, то есть, вот мы посмотрели.
Это считает Google трастовое. Mads.Inter, пожалуйста. Вот здесь какой-то, но это другой автоклав. Вот мы смотрим, какие для него считаются трастовые ссылочки. Google считает эти домены трастовыми. То есть вам не нужно делать какой-то сложный анализ конкурентов, можно просто повбивать выдачу, посмотреть результаты, посмотреть, какие ссылки качественные, выписать домены и подумать, а можете ли вы там разместиться. Кажется, вообще ничего сложного. Сейчас перейдем дальше к главе, как, собственно, AI Overview повлиял еще на мнение других SEO-специалистов, и я расскажу, что они в целом думают. В целом, давайте разберемся, что вообще думают эксперты по этому поводу. Я решил взять 4 самых известных экспертов и, конечно же, посмотреть, что они думают об этом. Первый, конечно же, Нил Патель, я его обожаю читать в X, он прекрасно ведет свой блог по SEO, непосредственно там многие его пытаются копировать в Instagram, я, конечно, посмеялся с этого, такое наглое копирование, но неважно. Нил Патель это довольно-таки интересный персонаж, он появился на уровне с Брайаном Дином, сейчас, возможно, даже его превзошел, потому что Брайана Дина почти не слышно, а Нила Пателя слышно очень активно. Но мне нравится то, что он проводит всевозможные исследования, и по этим исследованиям можно ориентироваться. Правда, выборка у него не всегда большая, но мнение его стоит с ним считаться. Большинство маркетологов действительно оптимистично настроено по поводу AI Overview. Вот. Да, действительно, потому что они видят, что влияние, возможно, на их ниши будет не таким минимальным. То есть, если маркетологи работают в продукт-нише или в нише SaaS-продуктов, ну, то есть, вообще, в принципе, занимаются продажей товаров, услуг, продают какие-то сервисы, AI Overview, наоборот, может им действительно помочь. То есть мы увидим, да, что они опросили 623 маркетолога, да, то есть и оказалось, что чуть больше половины, ну, действительно настроены оптимистично, другие менее оптимистично. Дани Салливан говорит, что в принципе это изменит пользовательское поведение в поиске, особенно касательно информационной тематики. Вот. И мы то, что можем сказать, что Дани Салливан подчеркивает, что Overview улучшает поиск, но действительно базовые SEO-принципы останутся неизменными. Напоминаю, что результаты выдачи показываются напротив источники, и источники человек, конечно же, может перейти. Кликабельная ссылочка напротив расширенного ответа всегда есть. И если мы обратим внимание на расширенный ответ любой, который, допустим, вот AI Overview, вот, давай вот, чтобы точно нам сгенерировал как раз этот ответ, мы посмотрим внимательно, мы видим, что есть те самые ссылочки. Вот у базового ответа есть ссылочки, да, вот можно посмотреть. У этого ответа есть свои ссылочки, у этого ответа есть свои ссылочки. Человек нажимает и видит конкретные ссылочки. Но давайте еще посмотрим другие мнения, ведь 59% сказали хорошо, остальные, наверное, сказали не очень. Да, есть еще 2 мнения, которые как бы намекают, что мы будем получать меньше трафика. И раз какие-то запросы это никак не коснулось, то по другим запросам, возможно, коснулось и очень серьезно. То есть AI-режим, возможно, снизит информационку и, конечно же, снизит новостной трафик. Новости могут действительно какие-то темы отвалиться. Хотя по разделам Google News, то там ничего особо AI Overview никак не влияет. А поисковые запросы люди обычно не гуглят новости. А если запрос триггерит появление новостей, AI Overview, скорее всего, показываться не будет. Но в других темах, в других запросах есть риск, что поисковый трафик будет полностью теряться. Вот. И, конечно же, Барри Шварц расстроен тем фактом, что на самом деле никак нельзя посмотреть информацию относительно того, по каким запросам триггернулся AI Overview. На сегодняшний день это показывают такие данные. Ahrefs, он собирает отдельно по поисковым запросам сейчас данные, триггерит он AI Overview или нет в сниппете. Это действительно круто, потому что они молодцы, что решили заново переобновить всю базу и проверить, триггерит ли AI Overview сейчас запрос или нет. Это то, что сейчас максимально полезно. Другие сервисы, возможно, тоже подтянутся, но проверять, есть ли AI Overview в поисковой выдаче или нет, это действительно важно, потому что первое место по этому запросу не даст вам трафик. Это факт, с которым нужно считаться.
Вот. И как проверить, показываете ли вы в AI Overview, попадаете ли по какому-то конкретному запросу AI Overview. Search Console вам не даст этой информации. И Барри Шварц на эту тему действительно переживает. То есть неполная непрозрачность. И, конечно же, у меня к вам вопрос. Согласны ли вы с оптимизмом Нила Пателя, что все класс? Или поддерживаете Барри Шварца, что как-то все не очень? Правда, действительно где-то посередине, и поэтому я хочу увидеть ваше мнение, конечно же, в комментариях под этим видео. Для того, чтобы действительно адаптировать свой сайт к AI Overview, нужно сделать не так много действий. Первое, конечно же, что нужно просканировать свой сайт при помощи нашего AI-инструмента. Вот мы видим, инструмент просканировал наш ресурс, он начинает сканировать все страницы по очереди. И что вы можете сделать? Конечно же, вы можете адаптировать контент на ваших страницах при помощи нашего контент-эдитора. И при помощи контент-эдитора можно проверить качество контента на каждой из ваших страниц, его грамматику, его SEO и его читабельность. Вот он импортировал наш контент с нашей страницы. Он, правда, наш сервис импортирует весь текстовый контент, поэтому многие вещи можно смело отсюда удалять, они нам не пригодятся. И, конечно же, вот вы увидите до определенного момента, вы увидите вот наш контент, который у нас есть. Вот. И мы берем вот непосредственно текст, который вот он вытащил. Вот здесь вытаскивает товары, которые у нас есть в контенте, показывает сам рецепт, который используется. И вы можете обратить внимание, вот у нас есть заголовки, которые есть, вот ключевые слова, он оценивает показатели качества. Здесь можно полностью писать контент, сохранять его и проверять на то, насколько он грамотно структурирован по заголовкам, по темам и тому подобное. То есть вот вы можете непосредственно здесь его адаптировать. Если нужно его улучшить, существует функционал, который может его расширить через GPT, да, он может вам переписать контент, как вам нравится, если у вас контент слабый. Здесь в примере хорошая статья, но у вас может быть слабый контент, и при помощи этой функции вы можете его расширить. Вы можете подтащить ссылки по конкретному запросу, вот взять вот непосредственно запрос, и по этому запросу снять выдачу и посмотреть прямо здесь, что находится в Google топе по данным запросам. И вот он вам переписал целый фрагмент, вот он отмечен зеленым, вот сейчас он переписал целый блок полностью под ключ. То есть у вас могут быть действительно слабенькие абзацы, но при помощи контент-эдитора можно найти то, что нужно. Более того, вы можете вот здесь посмотреть конкретные страницы, которые есть в топе. Вот можно расширить этот список, если они есть. Он показывает, правда, всего лишь 3. Вот, пожалуйста, можно собрать структуру. Эту структуру можно скопировать, при желании себе вставить, где вам нужно. Вот, разметить его как заголовок. Вот сразу себе размечаете как заголовок и полноценно с этим текстом работаете. Инструмент действительно революционный, новый, и функционал его расширяется, он проверяет и грамматику, говорит и относительно читабельности, так что вы можете смело пользоваться этим инструментом уже сегодня. Наш тул абсолютно бесплатный. Пойдем в целом вообще по гайду, как адаптировать вообще свой сайт к тому, чтобы попадать в AI Overview. Первое, конечно же, нельзя полностью доверять GPT, как я показывал в этом инструменте. В текст нужно добавлять ваши факты, вашу информацию, ваши цифры, какие-то моменты, которые касаются вашего бизнеса, вашего опыта. Google это видит. Наличие каких-то циферных данных, которые присущи только вам, однозначно выделят ваш контент выгоднее на фоне другого контента, который сгенерирован GPT, либо написан непрофессионалом. То есть и эти моменты, они важны. Да, вот именно экспертность и опыт. То есть вот то, что вы специалист, и то, что у вас есть какой-то опыт, им нужно делиться в статье. Неважно, по какому теме она написана. Второй момент – это выбор темы. Как вы видите, AI Overview отрабатывает на низкочастотных запросах, на которых раскрыт какой-то подпункт. Список этих низкочастотных запросов можно брать непосредственно в Google, даже если у вас нет возможности их собирать. Вы можете вбить запрос в поиске, посмотреть, про что говорят, посмотреть запросы, какие есть в расширенной выдаче. То есть вот можно собрать вот эти вопросы и эти вопросы обыграть в вашем контенте.
именно сами вопросы, но контент по возможности написать как специалист самостоятельно, то есть выбирайте только те запросы, которые максимально релевантны теме. Здесь могут подойти и Serpstat для поиска низкочастотных запросов, вот этих длинных хвостов. Можно перебирать конкретно запросы, вот нажав вот так вот, как я нажал, пробел в поиске и увидеть то, что вам нужно. То есть низкочастотные запросы, которые вы выбираете, однозначно нужно обрабатывать. И обрабатывать их же можно, например, вот так вот взяли запрос козячьего молока, зашли в наш контент-эдитор, к примеру, да, и вот здесь вот keyword взяли, вот вбили его и посмотрели структуру страниц, которые есть в топе. Прямо здесь можно это сделать. Пока он его ищет, дальше переходим к следующим моментам. Что нужно делать? Он пока еще ничего мне не нашел. Ну, почему он мне поменял запрос? Мне нужен этот запрос. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это то, что нужно обновлять контент. Обязательно пробегайте контент на актуальность. То есть свежие статьи имеют больше шанса попасть сейчас в AI Overview. Либо статьи, которые написаны были очень давно. Но свежеобновленные статьи имеют больше шанса сегодня попасть непосредственно в результаты. Поэтому, если у вас на сайте есть много старого контента, который явно устарел, его нужно починить, обновить, добавить туда больше цифр, больше данных. Что еще нужно делать? Конечно же, нужно создавать контент под актуальные запросы, которые есть. В частности, можно пилить контент в видеоформате и внедрять в ваши материалы. То есть здесь подойдет как раз, мы вот взяли этот запрос, появилась вкладочка в вертикальном поиске «Короткие видео». Здесь можно собирать идеи и снимать свой контент. Почему я люблю короткие видео? В коротких видео всегда что-то свежее, в то время как в длинных видео, скорее всего, будет что-то старенькое, какие-то очень старые видосы. В короткие видео всегда попадает свежачок. Можете убедиться в этом сами. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы спросить зрителей, как вы сейчас уже начали оптимизировать свой контент под эти AI Overview? Появляетесь ли вы там? Встречали ли вы себя непосредственно в ваших запросах? Напишите в комментарии. Ну и последнее, на что бы я обратил внимание в AI Overview, это, конечно же, правильная микроразметка и правильные тайтлы. Если мы берем, допустим, возьмем запрос, допустим, сыр в автоклаве Щоца, вот если мы возьмем этот запрос и выберем, допустим, AI Overview, он нам выдаст ответ, конечно же, и обратите внимание, в этом ответе мы видим title, description и, конечно же, вот эту картинку. Откуда эти данные берутся? Это берется из микроразметки, которую вы прописываете в веб-сайт. Микроразметка веб-сайт выводит вам название сайта. И, конечно же, favicon у вас должен быть качественный favicon. Второе – это title и, конечно же, текст, с которого начинается абзац. Google берет всегда какой-то фрагмент текста, поэтому очень грамотно писать нужно предложения, чтобы они попадали в нашу выдачу. Про description я ничего не говорю, но если мы посмотрим сейчас вот title, вот наш title, description у нас, видите, не вывелся, title у нас вышел, как есть, точнее, вот он есть, сработал. В чистом виде, как он есть. Дописала название бренда. Дважды Укрпромтех и Утеха, но это не важно. И, конечно же, изображение. Если вы видите вот это изображение, которое прописано в микроразметке OpenGraph. OpenGraph проставляется отдельно. Про нее, возможно, запишем новое видео. А чтобы вышло видео, поставьте больше лайков под этим. И мы запишем про важные must-have микроразметки для сайта, чтобы ранжироваться в 2025 году. Некий такой must-have список. Про него соберем отдельный ролик. Возвращаемся дальше. Мы обратим внимание тайтл. Тайтлы, которые попадают сюда, они должны мотивировать человека перейти. Обратите внимание, вот если я смотрю, вот, которые выведены тайтлы здесь, я вижу запрос. Вот это некрасивый тайтл, потому что это фрагмент Фейсбука. Сычужный фрагмент псин, ну, как бы, ну, окей, вообще, как бы, сыр, ну, Википедия, ну, просто классический. Но, вот, например, у нас четкий тайтл, который мотивирует человека действительно перейти на страницу
и кликнуть на нее. Поэтому первое, что нужно смотреть, это тайтлы. Переписывание тайтлов может действительно дать вам при AI Overview выдаче те самые заветные клики, которые пропали бы, если бы вы бы, условно говоря, по этому запросу вот упустили ваш трафик. Смотрите, мы на первом месте, да, точнее на втором. Тут расширенный сниппет, тут мы стоим над видео, да, но клики мы бы не получили. Но отсюда мы клик можем получить, потому что правильно оптимизирован тайтл, который мотивирует кликнуть. Поэтому тайтлы можно проверить в этом же нашем инструменте, посмотреть, какие у вас тайтлы есть, какие у них показатели, как они выглядят на каждой странице. То есть в нашем же инструменте вы можете для всех ваших страничек проверить, как у вас прописаны тайтлы на всех страничках и насколько они хорошо выглядят здесь. Метрики, которые используются у нас, они как бы считают по определенным критериям. В красной зоне я бы пересмотрел, в желтой, в зеленой зоне, значит, у вас, скорее всего, все хорошо. Вот. И здесь он обращает внимание на длину тайтла, на мотивацию кликнуть на него и возможность его доработать. То есть, например, вот функция AI Meta Tag Generation, на данный момент она в разработке, она скоро получит новое обновление, она вам может предложить оптимальные варианты тайтлов. На сегодняшний момент она работает только для информационных запросов, вот, и, конечно же, здесь можно обратить внимание, как он его сгенерирует на данный момент, то есть может предложить вот отличный AI-тайтл вот для этой странички. Здесь все лучших рецептов сгущенки в автоклаве на 25 год. То есть вы можете его доработать, если вам нравится, можете его добавить вот сюда, и он добавится сюда, и показатель резко вырастет в режиме онлайн. Тайтлы – это то, что вам поможет. Кликбейт фактически может вытащить вас отсюда, поэтому правильно заточенные тайтлы для того, чтобы их хотели кликнуть, это ключ к успеху на сегодняшний день. Вот. Однозначно нужно оптимизировать весь контент на ваших страничках под AI-запросы. То есть ваш контент должен содержать вопросы и на них ответы. А вопросы, которые он предлагает, я бы изучал непосредственно из AI Overview, то, что он выдает. Какие вопросы вот он фигурирует. Заметьте, что каждому пункту он подбирает результаты и предлагает, откуда он их взял. То есть вот вы можете посмотреть, откуда тащатся все эти результаты. Обратите внимание, что практически по всем результатам есть мой сайт, потому что мы перебрали практически всю семантику, выжгли всю семантику, распределили ее всю по страницам. И обратите внимание, что многие запросы триггерят практически одни и те же страницы, потому что не надо под каждую страницу создавать там под запрос отдельную страничку. Нет, нужно грамотно скластеризовать запросы на нужных страницах и сделать дерево запросов внутри страницы, внутри кластера, и на них дать правильные ответы. Если мы посмотрим на эту статью, мы увидим, что статья написана очень просто. Нет никаких сложностей. Она написана банально, просто, как раз для ИИ. Так, как ему нужно. Он эти данные возьмет. Здесь нет никакой воды, здесь четкая информация, как это все готовится. И это все дает нам, собственно, наш трафик. Обычная статья, практически без картинок. Отлично залетает. То есть, если мы даже проверим эту статью на ИИ, разными сервисами, мы можем проверить этим сервисом, можем проверить этим сервисом, через AI Detection, мы увидим, что статьи написаны человеком, либо проходят тесты на человека. Ключевое слово – проходят тесты на человека. Здесь для того, чтобы вы попадали в этот список, нужно просто почитать мою статью, либо посмотреть видео, которое вышло уже на канале, как адаптировать контент под ИИ, чтобы ИИ-детекторы ничего не увидели. Как яркий пример здесь. Пройдемся по другим моментам, которые точно нужно добавлять, чтобы точно попадать в AI Overview. Конечно же, нужно использовать мультимедийные элементы для привлечения внимания. Второй момент, на что я обратил внимание, это фокусируйтесь на брендированные запросы. То есть вокруг своего бренда люди будут задавать какие-то вопросы про ваш бренд, про вашу продукцию. Фокусируйтесь вокруг них, потому что по ним конкуренции, скорее всего, не будет и будете только вы. Поэтому контент все-таки по этой теме я бы добавлял непосредственно на ресурс. И, конечно же, создавайте такие вещи, у которых есть действительно уникальная ценность, а не уникальная последовательность ключевых слов в тексте.
именно уникальная ценность. Проверьте ваш контент, банально, какие ценная информация в нем содержится. Да просто отправьте ваш контент GPT и спросите, какая ценная информация есть здесь, которой нет, возможно, в интернете, либо в твоей базе. Можно задать такой промпт и проверить, действительно ли ценная статья, которую вы сейчас собираетесь опубликовать. Или же он скажет, нет, там все это уже и так я знаю. Вот. Конечно же, создавайте контент с ценностью, это само собой, потому что создание контента с материалами, которые, возможно, нигде еще не присутствуют, с большей вероятностью вас добавит в этот самый AI Overview. И, конечно же, структурируйте контент для цитирования, чтобы захотелось на него перейти. Да, потому что правильно прописанные тайтлы, то, что я говорил, смотивируют человека кликнуть непосредственно на ссылки, которые выводятся сбоку. Ну и, конечно же, мониторьте конкурентов, мониторьте, как они попадают в overview, какого рода контент Google любит. Ну и, конечно же, цельтесь в эту нишу. Проблема заключается действительно с отслеживанием. Отслеживать, попали вы в overview или нет, у вас никакого способа нет на сегодняшний день. Кроме как вручную мониторить выдачу по каким-то запросам. То есть вы не знаете, по какому новому запросу вы попали в overview. Вот это действительно проблема. Хотелось бы знать эти новые запросы. Пока что я считаю, что на момент записи видео здесь может помочь только Ahrefs. В нем эти данные еще видны. Но они, я так понимаю, еще не успели обновить выдачу по всему миру. В Америке оно уже кое-как выдает действительно по хорошему пласту запросов. А выводы у нас, к сожалению, следующие. Если вы по каким-то причинам, скорее всего, не попадаете в overview, у вас очень плохой траст домена для Гугла. Он вашему контенту не доверяет. Не доверяет вашему ресурсу, у него плохой поведенческий фактор, на него мало трастовых ссылок. Поэтому вам нужно сделать линк-билдинг. Но не такой линк-билдинг, как делают классические SEO-студии, там, мы вам сделаем много линков, мы сделаем качественные линки, трастовые линки, как они говорят, вот мы вам закупим с качественные линки. Вообще, как слово говорят, закупим, я начинаю немножко делать вот так. Нужно не закупать линки, нужно изучить, какие линки любит Google, а какие не любит, а я вам рассказал в видео, как это делать, и действительно начать строить полноценную стратегию по продвижению бренда. То есть нужно делать пиар, нужно делать пиар-статьи, нужно публиковать себя на нужных ресурсах, на которые есть трафик. Это сервисы типа справочников. У меня есть классное видео на эту тему, как добавить сайт в справочники и получить больше 50 ссылок бесплатно, без регистрации смс, как говорится. Это видео у нас есть. И, конечно же, создать себе качественные соцсети, на соцсетях создать активность, туда перетянуть аудиторию. Даже если у вас там будет 500, там, 1000 человек, этого достаточно уже, чтобы Google понимал, что ага, у вас есть какой-то там контент, он ранжируется. Не забывайте, что социальные сигналы Google начал тоже учитывать. Мы заметили, что хорошо ранжируются ресурсы, у которых есть какие-то активные соцсети. Ну, если мы говорим про брендовые сайты. Вот. Наличие соцсетей действительно помогает. Да, не стоит забывать, что в выдаче есть и всякий мусор типа старых сайтов, вообще русских сайтов в украинской выдаче. Это полно. Потому что Google собирал базу данных для построения этой системы, конечно же, из тех сайтов, в которых есть трафик, по его мнению, есть статистика, то есть по этим запросам люди искали этот контент, он эти все данные собрал, то есть просто за счет поведенческого фактора этот контент ранжируется и по нему строится AI Overview. И какой-нибудь мусорный сайт русский, который висит там в Overview, он просто висит, потому что у Google такой алгоритм, хороший поведенческий фактор. Если у ваших статей будет хороший поведенческий фактор, их будут читать, там будет хороший контент, есть вероятность, что они тоже туда попадут. Ну и, конечно же, из тех выводов, которые можно, да, нам нужны сторонние инструменты, да, для анализа. Нужно создавать тулы, которые будут анализировать AI Overview, проверять по этим запросам, выводится ли AI Overview или нет, появляетесь вы там или нет. Но для меня это действительно будущее SEO-тулов, которые будут создаваться. Мы сами создаем SEO-тулы. Вы знаете, переходите на admis.com, там есть много интересных тулов, на которых можно проверить ваш сайт, придумать качественные тайтлы, проверить контент на ИИ. Много чего есть у нас, так что переходите по ссылочке, и у нас там еще скидочка на подписку.
Ну и, конечно же, для того, чтобы адаптировать свой контент под AI, видите, какая вот проблема, это сейчас посмотрим, да, вот этот запрос, кликабельные превью я решил проверить, да, тут одна мусорная русская выдача, мой сайт на первом месте. Но по этому запросу я кликов, скорее всего, не получу. При этом у меня шикарный тайтл, шикарный, как говорится, там даже есть быстрые ссылочки. Все я сделал, у меня тут шикарное исследование, но ревью не попало. Причина, а потом я статейку слишком поздно написал, то есть надо было раньше. А надо было раньше. Вот она попала в этот вот период, когда контент не попал в эту выдачу. Поэтому я вот здесь яркий пример, как хорошая статья. Да, действительно, она хорошая, вы можете посмотреть. Тут много инструкций. Эту инструкцию я отправляю прямо дизайнерам. Но она не попала в overview, хоть и находится на первом месте. Поэтому вокруг этого запроса вот мы пока еще туда не влезли. И overview, как яркий пример, нас просто подвинул. Поэтому кого-то тоже может он подвинуть. Напишите мне, какие странички у вас, которые были в топ-1 по запросу, перестали получать клики, начиная где-то 2 недели назад. Это ориентировочно 15 мая. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно с вами пообщаться. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите мне любые вопросы, переходите в наш телеграм-канал, ссылочки в описании, я там пишу только актуальный, только свежий контент, уже без ИИ, потому что мне перестал нравиться, как пишет ИИ, потому что мы столкнулись с эффектом зловещей долины, которая мне начинает самому не нравиться. И мы столкнемся, возможно, с тем, что AI Overview тоже может писать контент и цитировать контент, который создан с ИИ. Есть высокая вероятность, уже многие эксперты об этом говорят, что да, зловещая долина может начать попадать сюда. Более того, многие просто будут брать этот контент, чуть-чуть расширять через GPT и по нему писать контент на своем сайте. Фактически будет генережка-перегенережки. Это тоже будущее, про него я, возможно, расскажу в следующем видео. Всем спасибо и пока-пока.